Разработочка 2005 года. Стреляет четко в цель. Самый мощный противотанковый ракетный комплекс, который был в нашей программе. И в целом это самый мощный противотанковый ракетный комплекс России. Помните, был такой персонаж Валли, который все время искал свою Еву и вечно слонялся в поисках растений. Так вот, у меня сегодня растение под названием хризантема или Валли на максималках. И сегодня мы будем стрелять по танкам. Самоходный ПТРК можно спокойно назвать, аналогов нет, ведь действительно у других стран так не принято, у них нет такого, можно сказать. Однако тут сразу же рождается вопрос, а есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл? После Второй мировой войны специализированные ПТ-САУ постепенно вышли из активного употребления, уступив место многоцелевым танкам и ракетным противотанковым комплексом. Эволюция технологий и изменившегося требования к боевым машинам привели к созданию более универсальных и эффективных решений для борьбы с бронированными целями. На Западе были некоторые попытки заделать ракетные комплексы, скрестить ракеты ТОУ, например, и М113, однако на сегодняшний день они выведены из эксплуатации. У нас же, кроме того, что ПТРК, на базе БРДМ есть еще занимательный проект, который назывался ИТ-1, который прошел ограниченные испытания и был принят на вооружение в 1968 году. Это была машина на базе Т-62 с ракетами вместо пушки. Однако вскоре было принято решение отказаться от его серийного производства. И основными причинами стали высокая стоимость и сложность ракетного вооружения, а также сравнительно небольшой боезапас и уязвимость системы. Наши же хризантемы сегодня представляют собой венец творения в этом плане, ведь приняли на вооружение его в 2005 году. Как и с любым изделием, жизнь которого выпала на 90-е годы, принятие на вооружение сильно застопорилось. Разработка началась в 80-х годах в конструкторском бюро машиностроения города Коломны под руководством Сергея Непобедимого. Кстати, Непобедимый – это абсолютная легенда в отечественном конструкторском деле, ведь он создал первый ПТУР в истории СССР. Участвовал также в СССР в разработке первого ПЗРК и ОТРК. И в целом привнес очень много новаторских решений в ракетную технику. Комплекс Хризантема или 9К-123 задумывался как своего рода охотник на танки противника. В составе ПТРК 9К-123 входят самоходная боевая машина с пусковой установкой, несколько вариантов управляемых ракет, машина обслуживания и так далее. Значительная часть компонентов комплекса Хризантема строится на базе существующей техники. Кроме того, имеется высокая степень унификации некоторых средств, облегчающих их эксплуатацию в войсках. Шасси самоходной установки – это измененная БМП-3. Как мы с вами знаем, это довольно отличная машина. Внутри переднего обитаемого отсека располагаются рабочие места механика, водителя и командира-оператора. Позади них размещается боевое отделение с пусковой установкой и системами для хранения возимого боекомплекта. Корма отведена под моторное трансмиссионное отделение, как и везде, в общем-то, а в центральной части корпуса Хризантемы установлена подъемная пусковая установка с креплениями для двух транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Пойдем покажу. По ходоположению установка опускается и убирается внутрь корпуса, что также обеспечивает перезарядку. Конструкция пусковой установки обеспечивает горизонтальное наведение в пределах 85 градусов вправо и влево от продольной оси, а также вертикальное от -5 до +15. Стрела подъемного устройства, размещенная на правом борту, вне корпуса, используется для загрузки боекомплекта контейнеров ракет. Боевая машина ПТРК «Хризантема» оснащена барабанной системой хранения боекомплекта, вмещающей 15 контейнеров с ракетами различных типов. Во время перезарядки барабанный магазин автоматически находит нужную ракету и подводит ее к креплениям пусковой установки. Благодаря барабанной конструкции этой укладки процесс поиска боеприпасов и перезарядки значительно ускорен по сравнению с другими системами подобного назначения. Со мной приключилась одна маленькая история. История, которая умалчивается, можно сказать. И, в общем, я кое от чего убегал, что пыталась меня догнать. И почти догнала и взорвалась рядом со мной, если вы понимаете, о чем я. У машины выстрелили подушечки. Их теперь у меня нет.
Они были вот здесь, я их отрезал своим фирменным ножичком. Мало того, мне пробило мотор, колеса были вот так, и еще меня оторвало немножко задницу. Короче, бампера тут, как видите, нет. Кроме того, что я постоянно ремонтирую свою тачку, мне постоянно приходится искать ее где обслужить. И мне, естественно, хотелось бы сэкономить, потому что все эти увечья я получил не на дороге, если вы понимаете, о чем я. И сэкономить есть, конечно же, вариант, если перейти на autospot.ru. На autospot.ru уже собраны все предложения на обслуживание вашего автомобиля, причем в вашем городе. Заходите на сайт и сравнивайте, где сделать работы выгоднее. Для примера, цены на 4-е ТО для Renault Duster последнего поколения у некоторых сервисов могут достигать 30 или даже 50 тысяч рублей, но благодаря autospot.ru эту сумму можно уменьшить вдвое. А если вы владелец китайского кроссовера и он еще и на гарантии, то это лучший ресурс для экономии, поскольку все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, а это значит, с гарантией будет полный порядок. Ссылку я оставил в описании, так что переходите и передайте привет от команданта. У нас тут 8 танков и 3 снаряда. 2 кумулятивных, 1 термобарический. Не знаю, что способен сделать термобар, это вообще очень интересно. Но что может делать кумулятив, я примерно догадываюсь. Эти танки, конечно, пострадали уже не раз, по ним чего только не стреляли, но в общем да. Я сейчас тоже буду это делать, и это один из танков, в котором я попытаюсь попасть. Точнее, наш расчет. Я, конечно, никуда не попаду, скорее всего. Вот этот танчик разбитый. Непонятно, какой-то человек там ходит непонятный. Что за человек ходит? Вы этого не видели? О! Лом, прикинь. Офигеть, прикол. Нашел лом, представьте. Вот так выглядит лом. И вот к солнцу обращено, в обратную сторону солнца точнее, обращен ствол этого танка. В него мы попробуем засадить термобаром. Я, кстати, думаю, может мы по одному будем танку стрелять. То есть изобилие танков, конечно, прельщает команданта, но нам все-таки нужно зафиксировать результат, и лучше, если это будет снято на одну сломанную камеру. Сами понимаете, бегать 1,5 километра от Хризантемы ножками не очень приятно. Ну да, надо пробовать вот в этот танк попасть. Давайте посмотрим сразу же, какие есть попадания, которые уже заржавели хорошенечко. Их тут приличное количество, я не знаю, с чего стреляли. Явно с каких-то конкурсов, корнетов или фаготов. Но тут еще есть где разгуляться. Тут и лобовая броня в полном порядке, и башня еще местами не тронутая. Ну и даже если мы пойдем вниз, это тоже будет хорошим результатом. Сейчас мы будем стрелять из ПТРК Хризантема. Самый большой и самый мощный ПТРК российской армии. Ни хрена! Точно в цель, прикинь! Ху-ху! Отлично! Ни хрена! Сука, как быстро все произошло! Основная особенность ПТРК Хризантема заключается в его уникальной двойной системе наведения, которая включает как радиолучевое, так и лазерное наведение. Это позволяет комплексу эффективно работать в любых погодных условиях и в любое время суток, а также обеспечивает высокую устойчивость к помехам. Радиолучевое наведение позволяет Хризантеме работать даже в условиях плохой видимости, таких как туман, дождь или дым, что критически важно для боевых
операций. Лазерное наведение обеспечивает высокую точность поражения цели при стрельбе на большие дистанции. Наличие двух этих систем наведения снижает вероятность того, что комплекс будет выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. ПТРК «Хризантема» способен поражать современные танки, которые оснащены даже самой современной динамической защитой. Все это благодаря самой высокой бронепробиваемости ракет до 1250 мм, то есть почти 1,5 метра пробития. Он может эффективно поражать не только бронетехнику, но и укрепленные позиции, а также низколетящие воздушные цели, такие как вертолеты. Слежение за целями и управление ракетами выполняет автоматика. Вот это знаешь, что такое? Это штуковина, которая позволяет ему обеспечивать слежение за целями и управлением ракет. Это, короче, там автоматика такая выполняет. На крыше корпуса установлена такая антенна радиолокационной станции и оптико-электронный блок. Собственно, это он и есть. Для комплекса «Хризантема» создали 4 типа управляемых ракет. 9М123, 9М123-2 и 9М123F. И 9М123F2. Ракеты 9М123 и 9М123-2 имеют тандемную кумулятивную боевую часть и пробивают до 1100 мм брони с динамической защитой. Ракеты 9М123F и второй вариант оснащены объемно детонирующей боевой частью, эквивалентной 13,5 кг тротила. Все ракеты в данной «Хризантеме» имеют диаметр 152 мм и находятся в контейнерах длиной 2,3 метра. 2,3 метра я имел в виду. Вес контейнера такого с ракетой до 62 кг. Ракеты могут поражать цели на расстоянии от 400 метров. Ракеты с лазерным наведением бьют на 5 км, с радиолокационным на 6 км. В полете эти ракеты развивают скорость до 400 метров в секунду. А на сайте Ростеха, кстати, максимальная скорость указана как 650 метров в секунду. Боевые части ракет находятся в передней части длинного корпуса, в центре корпуса твердотопливный двигатель. В хвостовой части расположены складывающиеся в полете крылья размахом 310 мм и рули, а также аппаратура управления, поддерживающая связь с боевой машиной. В середине 2000-х годов конструкторы КБМ разрабатывали проект модернизации самоходного ПТРК 9К-123 «Хризантема», получившего обозначение 9К-123-1 «Хризантема-С». И в новом проекте улучшили боевую машину и добавили новые элементы. Боевая машина 9П-157-2 – это обновленный вариант старой 9П-157 с новым оборудованием. Корпус, двигатель, ходовая часть и экипаж остались без изменений. Сохранились и выдвижная пусковая установка с автоматической укладкой. Основные размеры и вес машины, а также ее подвижность остались тоже прежними. Основные изменения касались только радиоэлектронного оборудования. Принципы обнаружения целей и наведения ракет с использованием лазеров и радиолокации остались такими же, но были добавлены новые, более мощные элементы. Взвод из машин с 15 ракетами на каждую может отразить атаку роты из 14 танков, повреждая 60% из них. Работаем еще раз с кумулятивным. Точность потрясающая. Погнали! Бам! Офигеть, какая точность, прикинь! Сейчас мы будем работать термобаром. Это должен быть вакуумный объемный взрыв. М123F сейчас будет работать. Давайте-ка, ребята, приготовьте свои маленькие ручонки, клацайте по клавиатуре комментарии типа «Леха, это супер круто, работаем, брат!» Мы заряжаем еще один, и сейчас будет термобар.
Бам! Охренеть, все 3 ровно в цель. Это вам, ребята, не тюльпан. Разработочка 2005 года здесь, а? Кто тут хозяин положения, по-вашему? Работает хризантема, разойдитесь, детишки. А теперь пойдемте и посмотрим, что там произошло. Но это было очень круто. 3 ракеты, 3 попадания. Бескомпромиссно. Итак, вот у нас танчик, и он получил сполна. Танчик-то черный. Слушай, а ему... Ни хера ему проломало, ты слышишь вообще? Что? Смотри на телефоне, Лех. Бля, вот здесь горячо. Бля, я не поверю, что он такой квадрат вырезал ему. Слушайте, это вообще что-то невероятное. Танчик выглядел вот так. То есть у него было какое-то навесное оборудование здесь, прицельное приспособление. А сейчас здесь как будто его просто выпилили оттуда. Смотри, его просто там нет. Смотри, так ровно. Потому что там был шов. Он реально просто по шву. Он просто отпилил. Так, причем фишка-то в том, что башню вздуло. Видишь? Да. Перепил Ну малек. это очень жесткая штука. Охренеть. Максимально. Слушай, это вообще какое-то просто что-то нереальное. Вот, видишь, прохождение кумулятивной струи, это первый раз. Мы же лупили в одну часть. Первая часть, походу, вот сюда вошла. Вторая зашла вот сюда, чуть ниже. И третья вот здесь, походу, прошла. Вот еще одна. Это красиво. Вот так залетела. Смотри, оно насквозь прошло. Заметьте, что было 3 попадания, 3 отверстия. Вот, 1, 2. И третье вообще просто разломанное, смотри, какое огромное. И фишка знаешь в чем? Ты уверен, что это оно? Да, потому что оно горячее. И здесь горячее, и здесь горячее, и здесь. Потому что все Вы видишь, сколько там попаданий впереди? И нет ни одного сквозного. Башня танка, это 72-ка? Да. Банка, тушки, паньки. Упал, упай. Чокопай. Попал, попай. Лабуди да будай. Встал. Вставай. Упал, упай. Чокопай. Лабуди да будай. Башня танка Т-72 пробита. И всем, кто смотрит эту передачу, бай-бай. Короче, я просто в шоке. Реально, я видел несколько попаданий. Вот те танки вообще дырявые, там нет ни одного сквозного попадания. То есть туда стреляли и ПТРК, противотанковые ракетные комплексы, там, видимо, и конкурсы, еще какие-то. Но хризантема единственная, которая бескомпромиссно выстреливает буквально в одну точку и поражает танк 3 раза подряд насквозь. Есть какие-то еще вопросики к русскому оружию у кого-нибудь? Первые 2 кумулятивные пробития от хризантемы, точнее хризантема нанесла бескомпромиссную верхнюю часть и пробила башню танка Т-72 насквозь. И довершил все это действие, если кто-то там еще сомневался в том, что по ней лупят и нужно валить из танка, добивает ее термобар. Такой вакуумный взрыв, который отрывает все навесное оборудование. И мало того, врезанное сюда, вареное приспособление для наблюдения, прицельное приспособление просто выносит нахрен. То есть, естественно, танк лишается любой возможности не только управлять танком, но и была такая шутка, знаете. Какая там была шутка? Могу сказать одно, что это самый мощный противотанковый ракетный комплекс, который участвовал в наших программах. Ни конкурс, ни фагот. Напишите в комментариях, какой противотанковый ракетный комплекс в мире мог бы сравниться с этим противотанковым ракетным комплексом, ведь это самый мощный противотанковый ракетный комплекс, который был в нашей программе, и в целом это самый мощный противотанковый ракетный комплекс России. Разработочка 2005 года. Стреляет четко в цель. 3 ракеты, 3 попадания, 3 бескомпромиссных попадания. И если бы я стрелял по танкам 1, 2 и 3, честно говоря, я не думал, что настолько точная штуковина. И это хризантема, и это очень круто. Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я пострелял по каждому танку отдельно, и мы обязательно это сделаем. Увидимся, друзья, с вами крупнокалиберный переполох. Я думаю, что вам этот выпуск точно понравился. Увидимся, не переключайтесь, дальше будет интересней.